Доктор Фишер за долгие годы своей работы ветеринаром повидал многое. Через его руки прошли многочисленные переломы, странные новообразования, тяжелые диагнозы и те печальные моменты прощаний, после которых в кабинете еще долго стояла гнетущая тишина. Он давно осознал, что эта профессия неразрывно связана с колоссальной эмоциональной нагрузкой, необходимостью принимать непростые решения и днями, когда приходится брать на себя полную ответственность за чужую жизнь. Однако ничто не могло подготовить его к событиям, которые начали разворачиваться в тот день, когда в его клинику, расположенную в пригороде Люцерна, привезли Бланку. Это была крупная белая лабрадорка на последнем сроке беременности. С виду она ничем не отличалась от других будущих собачьих матерей. Ее хвост спокойно вилял, движения были неторопливыми, и она вошла в кабинет без всякой суеты, словно это был самый обычный визит. Роды начались точно так же, как и десятки других, с которыми доктор Фишер сталкивался за годы своей практики. Но примерно в середине процесса произошло нечто совершенно необычное. Перемена была настолько странной и неожиданной, что врач на мгновение застыл, не доверяя собственным ощущениям. С этого момента события начали развиваться по сценарию, который невозможно было предугадать заранее. В кабинет вошла Сара, бережно держа Бланку. По ее лицу было отчетливо видно, как тревога и надежда борются друг с другом. Бланка готовилась к своему самому первому помету. Доктор Фишер мягко улыбнулся и произнес несколько успокаивающих фраз. «Пока все выглядит нормально», — уверенно сказал он. «Поводов для волнения я не вижу». Сара кивнула, стараясь справиться с охватившим ее волнением. Бланка значила для нее гораздо больше, чем просто домашнее животное. Она была полноценной частью семьи. Белые лабрадоры известны своей уравновешенностью, ласковым характером и бесконечным терпением, и Бланка полностью соответствовала этому описанию. Но никто тогда даже не подозревал, что эта беременность окажется совсем необычной. Семья Келлеров всегда относилась к Бланке как к члену семьи, и именно поэтому, когда подошел срок родов, Сара решила не рисковать и привезла ее в клинику Фишера, чтобы весь процесс проходил под наблюдением квалифицированных специалистов. Многолетний опыт доктора чувствовался в каждом его уверенном движении. Конечно, он знал, что многие собаки успешно рожают ама, но поскольку это был первый помет Бланки, клиника казалась более безопасным и разумным вариантом. Учитывая то, что произошло позже, это решение оказалось гораздо важнее, чем кто-либо мог предположить изначально. Осматривая Бланку тем утром, доктор Фишер дважды пересмотрел рентгеновские снимки. Ее живот заметно увеличился с момента последнего осмотра, причем значительно больше, чем он ожидал. Он снова взглянул на изображение, нахмурился и тихо пробормотал себе под нос: «День будет непростой». Обращаясь к Саре, он осторожно сообщил, что у Бланки, по всей видимости, ожидается очень крупный помет. Ее глаза расширились от неожиданности. Медперсонал начал подготавливать родильную комнату и занимать свои места. Сара ждала этого дня почти 2 месяца, 63 дня, что соответствует стандартной продолжительности беременности у собак. Все это время она тщательно готовилась вместе с Бланкой, покупала необходимые вещи, переживала по самым мелким поводам, представляла крошечные лапки, бегающие по полу. Когда наступил этот решающий день, в клинике царило сдержанное, напряженное ожидание. Все были готовы.
Доктор Фишер вел роды спокойно и уверенно, хотя даже медсестры чувствовали, что их сердца бьются быстрее обычного. Вспоминая предыдущие визиты Бланки, всегда жизнерадостной и уверенной собаки, доктор заметил, что сейчас все было иначе. Бланка была заметно взволнована, издавала беспокойные звуки, тяжело дышала, а ее взгляд метался по комнате. Привычной безмятежности как не бывало. Доктор сразу понял, что роды идут быстро. «Она рожает», — сказал он, — «и процесс развивается стремительно». Он кивнул Саре и позвал свою команду. Независимо от того, как будут развиваться события, Бланке требовались их полная концентрация и безраздельное внимание. Саре было невыносимо тяжело наблюдать за тем, как Бланка страдает, но доктор мягко напомнил ей, что собаки очень чувствительны к человеческим эмоциям, и сейчас Бланке особенно нужна ее спокойная поддержка. «Просто дышите», — тихо сказал он. «Она чувствует ваше состояние». Сара глубоко вдохнула и положила ладонь на спину Бланки. Прикосновение было ровным и уверенным, и постепенно напряжение у обеих начало спадать. Доктор дал знак, и команда осторожно переместила Бланку в родильную зону. Все ощущали, что щенки должны появиться в самое ближайшее время. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь первыми признаками зарождающейся новой жизни. Обычно помет у собак составляет от 5 до 6 щенков, иногда чуть больше, но в этот раз они появлялись на свет один за другим. Сначала 4, затем 6, а следом 8. Сара стояла рядом, с волнением пересчитывая каждого щенка и надеясь, что все они будут здоровы. Бланка держалась удивительно стойко, оставаясь сосредоточенной и выносливой. Хотя собаки в большинстве случаев справляются с родами самостоятельно, доктор Фишер постоянно находился рядом, готовый вмешаться в любую секунду. Атмосфера была крайне напряженной, но наполненной надеждой. Каждый новорожденный щенок приносил всем присутствующим облегчение. Когда процесс, наконец, завершился, на свет появилось 12 щенков. Это был необычайно большой и сложный помет. Он отличался не только своим количеством, но и удивительным разнообразием окрасов. Большинство малышей были белыми и кремовыми, несколько имели палевый оттенок, а один щенок оказался с редким серебристым отливом шерсти, который сразу же привлек общее внимание. Команда переглядывалась, отмечая и необычный окрас, и равномерное распределение полов, 6 самок и 6 кобелей. Все выглядело почти как чудо, но затем произошло то, что заставило всех замереть от ужаса. Когда щенки начали шевелиться и пищать, один из них остался совершенно неподвижным и молчаливым. Доктор подошел ближе и сосредоточил все свое внимание на маленьком теле. Что-то явно пошло не так. Слово «мертворожденный» незримо повисло в воздухе, хотя никто не решился произнести его вслух. Сара прикрыла рот рукой, ее глаза мгновенно наполнились страхом, но доктор Фишер не собирался сдаваться так просто. «Давай, малыш», — тихо уговаривал он, осторожно массируя грудную клетку щенка, согревая его и пытаясь вернуть к жизни. Бланка, только что родившая 11 активных щенков, была совершенно истощена, но все еще оставалась внимательной. Она медленно поднялась, подошла и мягко ткнулась своим носом в неподвижного щенка. Этот жест был спокойным
и уверенным, словно она говорила ему: «Я здесь, живи». В комнате воцарилась абсолютная тишина. Иногда, несмотря на все современное оборудование и опыт врачей, именно материнское прикосновение становится решающим фактором. Когда надежда почти угасла, щенок сделал первый слабый вдох, а затем еще один. Бланка тут же начала его активно вылизывать, словно с самого начала знала, что он обязательно выживет. После этого она снова улеглась, свернувшись вокруг своего многочисленного помета. Облегчение наполнило комнату, хотя доктор понимал, что на этом вопросы только начинаются. Больше всего всех удивляло разнообразие окрасов. Для лабрадоров привычны определенные варианты, но серебристый щенок явно выбивался из всех стандартных представлений о породе. Сначала все выглядело нормально, но вскоре Сара снова позвонила доктору и сообщила о странности. 6 щенков уже открыли глаза, тогда как остальные — нет. Хотя обычно это происходит у всего помета почти одновременно. Доктор предложил приехать на следующий день для детального осмотра. Он начал проверку, поднимая каждого щенка по очереди. Первым оказался Финн, малыш с небольшим белым пятном на груди. Но внимание врача привлекли его глаза. Один был темно-коричневым, а другой — ярко-голубым. Доктор повернулся к Саре и спросил, есть ли еще такие щенки. Она кивнула и указала на второго малыша по имени Арон. У него были точно такие же разноцветные глаза, похожие отметины и даже специфически изогнутый хвост, что совершенно не характерно для лабрадоров, чьи хвосты обычно прямые и служат им своеобразным рулем в воде. При более тщательном осмотре доктор заметил, что щенки поразительно похожи друг на друга, но белые отметины все же отличались в деталях, словно один и тот же рисунок был повторен с небольшими отклонениями. «Так быть не должно», — пробормотал он, понимая, что даже у идентичных близнецов возможны тонкие различия, подобные разным отпечаткам пальцев у людей. Это осознание пробежало холодком по его спине. Доктор предложил провести генетические анализы, и Сара сразу согласилась. Когда пришли результаты ДНК, они подтвердили нечто почти беспрецедентное в ветеринарной практике. Финн и Арон оказались монозиготными, идентичными близнецами. Это явление настолько редко встречается у собак, что его долгое время официально считали невозможным. Однако позже выяснилось еще кое-что. Эти двое росли заметно быстрее всех остальных щенков. Доктор решил провести анализ всего помета целиком. Итоговые результаты раскрыли последнюю тайну этой истории. Щенки были зачаты в результате суперфекундации. Это явление, когда в одном помете оказываются щенки от разных отцов. Сара вспомнила случай, когда Бланка во время течки ненадолго случайно выбежала на улицу, и все, наконец, сложилось в единую логическую картину. 2 разных отца, 2 генетически отличающихся помета и 1 уникальная пара идентичных близнецов. Эта история потрясла даже такого опытного специалиста, как доктор Фишер, и навсегда осталась в его памяти как самый необычный случай в карьере.